Россия и Азербайджан. Союзники больше не друзья. Москва готовится к ревизии отношений. Отношения между Россией и Азербайджаном заметно усложнились. Еще недавно страны называли друг друга стратегическими партнерами, однако сейчас звучат заявления, которые свидетельствуют о серьезном охлаждении и даже конфронтации. Глава Национального антикоррупционного комитета Российской Федерации Кирилл Кабанов откровенно заявил, что Азербайджан перестал быть надежным союзником России. По его словам, в последние месяцы Баку совершил ряд враждебных шагов, от резких дипломатических выпадов до нападения на офис российского агентства «Спутник» в центре столицы Азербайджана. В ответ российские силовые структуры усилили работу по выявлению и пресечению криминальных связей, связанных с азербайджанскими диаспорами в России. Кабанов подчеркивает, страна, которую ранее называли братской, сегодня занимает откровенно антироссийскую позицию, стала союзником врагов России и вошла в антироссийскую систему, контролируемую, по его мнению, извне, из Лондона и Анкары. При этом Азербайджан поддерживает новые сирийские власти и проявляет поддержку Украине, что, по мнению российских экспертов, неизбежно ведет к росту напряженности в регионе. Кирилл Кабанов называет происходящее опасной иллюзией и считает, что прежние представления о партнерстве с Азербайджаном, основанные на устаревших геополитических шаблонах, больше неприменимы. Требуется ревизия всех финансовых потоков между странами, прекращение сверхдоходов азербайджанского капитала в России, а также устранение влияния диаспор на различных уровнях, от бизнеса до политики. Однако речь идет не только о финансовых вопросах. В российском публичном пространстве все чаще звучат призывы к более жестким политическим и даже силовым мерам. Историк и политический обозреватель Алексей Пилько, кандидат наук и старший научный сотрудник МГУ, считает, что если Азербайджан входит в зону жизненных интересов России, то необходимо готовиться к серьезной борьбе, вплоть до военного конфликта. Он открыто называет Ильхама Алиева легитимной военной целью для России, подчеркивая, что речь идет не о противостоянии с азербайджанским народом, а именно с режимом, который, по его мнению, ведет себя враждебно по отношению к Москве. Пилько отмечает, что эпоха дипломатии, когда она определяла судьбы государств, постепенно уходит в прошлое. В ближайшие десятилетия войны вновь могут стать легитимной формой межгосударственных отношений. В ситуации, когда Азербайджан демонстрирует свою независимость, Россия, по мнению Пилько, не вправе допустить формирование враждебного военного блока на Каспийском побережье. Алексей Пилько проводит тревожные параллели с 2008 годом и судьбой Михаила Саакашвили. Тот также долго провоцировал Москву, рассчитывая на безусловную поддержку Запада. Он начал военную кампанию в Аджарии, вытеснял российские войска с баз, игнорировал предупреждения Кремля и был уверен, что Россия не осмелится вмешаться. Его уверенность опиралась на проведение Олимпиады в Пекине и слова поддержки из Вашингтона. Однако все закончилось пятидневной войной, потерей Абхазии и Южной Осетии, а сам Саакашвили впоследствии оказался в заключении. Многие в Москве видят в поведении Ильхама Алиева аналогичное ложное чувство безнаказанности. Победы в Карабахе при поддержке Турции и Израиля, а также молчаливое согласие России, по мнению наблюдателей, дали Алиеву ощущение вседозволенности. Тем не менее, по мнению эксперта, в случае повторения грузинского сценария помощь Азербайджану ждать будет неоткуда. Ни Турция, ни Израиль, несмотря на стратегическое партнерство, вряд ли будут втянуты в прямой военный конфликт с Россией. Логистические сложности, экономические интересы и осторожная внешняя политика не позволят Анкаре или Иерусалиму вмешаться напрямую. Запад же, за исключением формальных заявлений об обеспокоенности, вряд ли окажет серьезную поддержку. Особенно учитывая ухудшение отношений между Парижем и Баку. Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, не станет защищать Алиева, учитывая ситуацию с Новой Каледонией. Все это ставит позицию Алиева в крайне уязвимое положение. Он также испортил отношения с Ираном. Тегеран вряд ли забудет использование азербайджанского воздушного пространства израильской авиацией во время 12-дневной войны. По мнению Пилькова, если Баку продолжит курс на обострение,
он может столкнуться с серьезными последствиями, подобно тому, как это произошло с Грузией в августе 2008 года. Если еще недавно Москва предпочитала закрывать глаза на реакцию Алиева на крушение самолета «Азал», то теперь демонстративные аресты российских граждан под предлогами, которые российские эксперты считают надуманными, свидетельствуют о том, что ситуация вышла за красную черту. Наряду с этим усиливается имперская риторика в российском публичном пространстве. Константин Малафеев, глава медиахолдинга «Царьград» и известный политический деятель, заявляет, что Бакинская и Елизаветпольская губернии – это исторические российские земли. По его мнению, российская армия должна освободить Закавказье, включая Баку. Он допускает, что в будущем представитель семьи Алиевых может быть назначен российским полпредом в новом округе. Эти заявления уже не выглядят маргинальными. Малафеев активно вовлечен в политическую жизнь и имеет связи в властных кругах. На фоне всего этого обсуждается и возможная реакция Турции. Да, она остается союзником Азербайджана и теоретически обязана поддерживать его согласно Шушинской декларации. Однако Турция не входит в АДКБ и не готова мириться с нападениями на своих союзников. Вместе с тем, война с Россией – это совсем другой уровень конфликта. Несмотря на решимость турецкой внешней политики, в Анкаре осознают, что война с Москвой без участия НАТО – серьезный риск. Турция обладает армией, опытом и логистикой, но имеет и уязвимости. Россия же, несмотря на издержки конфликта в Украине, остается крупной ядерной державой со значительным военным потенциалом. Кроме того, нельзя забывать о 5-й статье Устава НАТО. Нападение на одного члена Альянса считается нападением на весь Альянс. Хотя Азербайджан не является членом НАТО, Турция – полноценный участник. Возможная масштабная эскалация может выйти за пределы Кавказа и превратиться в международный кризис. Это, по мнению аналитиков, сдерживает Кремль от открытия Второго фронта, особенно если у Баку есть реальный союзник. В то же время в России начались мероприятия и в бизнес-среде. Семья Нисановых, один из крупнейших азербайджанских бизнес-кланов в Москве, оказалась в центре скандала. Старший брат Года Нисанова, Лев Нисанов, подозревается в связях с криминальными структурами, контрабандой и коррупцией. Телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовал данные о том, что ресторан «Эрвин» используется для неофициальных встреч представителей ФСБ и сопровождающих лиц. Через структуры, связанные с Нисановыми, якобы проходят крупные потоки черного нала, контрабандных часов, ювелирных изделий и предметов роскоши, что связано с лояльностью силовиков. Связи семьи Нисановых с рынками Садовод и Фуд-Сити рассматриваются как часть масштабной финансовой схемы с оборотом в миллиарды долларов в год. По некоторым источникам, несмотря на влияние и связи, ситуация может измениться в любой момент, подобно тому, как это произошло с Тельманом Исмаиловым. Вопрос лишь во времени. Таким образом, Россия начинает масштабную ревизию отношений с Азербайджаном, от дипломатии и политики до диаспор и бизнеса. Зафиксированы сигналы, которые еще недавно казались невозможными. Признание Алиева военной целью, разговоры о Бакинской губернии, аресты, зачистки, экономические ограничения. Пока Москва не сделала решительных шагов, но ситуация приближается к критической точке, и вопрос о дальнейшем развитии событий становится не гипотезой, а вопросом времени. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на медиафоруме в Шуши вновь высказался в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна достаточно жестко. Его выступление воспринимается не только как политическое заявление, но и как демонстративное поддразнивание. Алиев напомнил аудитории о словах Пашиняна в 2019 году на стадионе в Степанакерте: «Карабах – это Армения и точка». Однако спустя несколько лет и после военного поражения Пашинян, по словам Алиева, признал, что следовало признать Карабах частью Азербайджана раньше. Алиев цитирует: «Я им об этом говорил и в 2018 году, и в 2019 году. Я предупреждал, что будет хуже. А что было взамен?» В 2019 году премьер-министр Армении сказал:
Карабах — это Армения и точка. Тем самым он подписал себе тяжелую жизнь. Сам факт проведения форума в Степанакерте, теперь контролируемым Азербайджаном, уже символизирует новую реальность на Южном Кавказе. Алиев явно подчеркивает свою позицию победителя и политическую капитуляцию Армении. Пашинян же, в свою очередь, не комментирует эти заявления, сосредоточившись на внутренних делах. 16 июля на пресс-конференции Пашинян подтвердил, что Армения официально признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, добавив, что это следовало сделать еще раньше. На том же форуме Алиев заявил, что Армения и Азербайджан находятся на пороге подписания мирного договора. Однако остается вопрос, на каких условиях он будет заключен. Учитывая военное преимущество Баку, многие считают, что договор будет фактически договором о капитуляции, а не о равноправном мире. На этом фоне ключевую роль играет Иран, который занимает твердую позицию в сохранении существующего геополитического баланса. Телефонный разговор между секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном и секретарем Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом подтвердил жесткий настрой Тегерана. Таким образом, Иран дал понять, что любые попытки нарушить статус-кво и реализовать военные или территориальные проекты в регионе будут встречены жестким и асимметричным ответом. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира.